Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, а это гайд для новичков по Mount Blade 2 Bannerlord. Приятного просмотра. На выбор нам дается 6 фракций, это Вландия, Стургия, Империя, Асираи, Хузаиты и Ботанцы. Сразу скажу, независимо от того, какую фракцию вы выберете, это не ограничит выбор войск. Выбрав имперцев, вы можете спокойно нанимать воинов из Стургии. Тут вы выбираете эффекты и какой язык будете использовать, создав ваше королевство. Все фракции по-своему хороши, но так как речь идет о новичках, я советую вам брать фракцию ботанцев. Почему именно ботанцев? А потому что у них идет минус 50% штраф скорости передвижения в лесах, ну и плюс 15 к радиусу обзора в тех же лесах. Скорость играет немалую роль, в случае чего вы можете убежать от противника через лес, или же догнать противника, загнав его в лес. Теперь поговорим о навыках, очень важная вещь. Стараюсь объяснить вкратце. В игре есть два вида очков прокачки. Это очки внимания и очки характеристик. Очки внимания вкладываются в определенный навык. Например, одноручная, древковая или двуручная. Максимум 5 штук. А очки характеристик в интеллект, социальность, хитрость, выносливость, контроль и энергию. Максимум 10 штук. Очки внимания вы получаете за каждый уровень вашего персонажа. А очки характеристик за каждый третий уровень. Я советую вам замаксить ветку интеллекта и социальности, а также выбрать два вида оружия, например, одноручный лук. Очки характеристик раскидывайте социальность и интеллект, а очки внимания распределяйте по мере прокачки ветки интеллекта, социальности и не забывайте про лук и одноручку. По поводу выбора сложности, я рекомендую выбрать Лорд Знамени. На ней вам будет интереснее играть, чем на сложностях ниже. Железная воля — это игра с одним сохранением, поэтому не ставьте галочку, пока не освоитесь в игре. Автоматическое распределение умений тоже не советую ставить. А вот смерть героев в битвах можно поставить вторую. Тут ваш герой не умрет, но остальные лорды будут рождаться и умирать. Как же повысить известность, заработать немного денег и обзавестись снаряжением? Конечно же, для начала это турниры. Вы всегда можете узнать в городе у мастера турнирных сражений, в каких соседних городах они проходят. В имперских турнирах проще всего победить, так как тут вам дают щит. Поэтому советую попытать удачу именно в них. Каждый раунд вы можете поставить на себя какое-то количество динар. Но если вы проиграете, то просто потеряете деньги, так что будьте осторожны. Победив в турнире, вы получите известность, золото, заставки, если делали их, и главный приз. Будь то снаряжение, орден или даже благородный скакун. С ростом известности будет повышаться ваш размер отряда, количество нанимаемых спутников и размещение мастерских. А также на втором уровне клана вы можете, если конечно захотите, примкнуть к одной из фракций и стать их наемником. Солдаты и лошади увеличивают переносимый вами вес. Каждый воин плюс 30, а вьючная лошадь или мул плюс 100. Чтобы как-то повысить скорость вашего отряда, вам нужны кони именно с меткой, повышающей скорости. Но следите за тем, чтобы не было такого, что воинов 50, а лошадей и мулов под 200. Потому что получите штраф скорости, перегон скота. По поводу припасов. Чтобы ваши воины были здоровы и полны сил, берите еду и старайтесь брать не только зерно, чтобы повышать боевой дух. Есть много способов заработка. Питерная кузня, которую я не пользуюсь и вам не советую. А из пассивных заработков лучше выбрать караван, чем мастерские. Но для этого вам будет нужен спутник и 15 тысяч золотых. Караван может приносить до 2000 за сутки. Но самый лучший способ, как по мне, по заработку и по добыче снаряги, это, конечно же, воины. Победили в битве какого-то лорда и пошли продали на 20 тысяч, а то и больше. Вот это я понимаю. Чтобы захватывать замки и города с минимальными потерями, вам нужно уничтожить все катапульты на стенах. А чтобы это сделать, нужно выставить на строительство 4 требушета. Как только один построился, сразу же прячем. И так со всеми. Когда последний требушет будет построен, выставляем остальные 3. И после уничтожения всех катапульт идем в бой. Стены ломать я не советую, так как вам придется еще защищать ваши новые владения. По поводу лучших воинов. Я считаю, что для новичка лучшее войско — это стражники хузаитского хана, конные лучники. Именно у хузаитов они прям как передвижная турель. Делите отряд из 50 конных лучников на 2. Ставите один отряд вперед, а другой либо сбоку,
либо забегайте за спину, периодически перемещая свои отряды, чтобы противник не дошел до них. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, мои советы помогут вам. Приятной игры!